Итак, ребят, всем привет. Да, знаю, давненько не было видео, но сегодня я с интересным видео. Итак, у нас на повестке дня новая схема мошенничества, которая набирает обороты, а именно когда у вас пытаются украсть ваш Apple ID. Актуально для iPhone носителей, для андроидов, я не знаю, может ли что-то превратить Android в кирпич, мне кажется, вряд ли. Ну, давайте перейдем к нашей текущей теме. Значит, в чем суть? Все очень просто. Сейчас появился новый вид мошенничества, когда вы откликаетесь на вакансию, возможно, ХХРУ, Telegram-боты и так далее и тому подобное, неважно, что это будет. Вы отвлекаетесь на свою позицию. Предположим, это будет позиция QA, да? Или же какая-то другая не айтишная позиция, неважно. Я буду брать пример айтишной компании с айтишной вакансией. Это будет тестировщик. Значит, смотрите, вы заходите на ХХРУ, условно говоря, или любой другой сайт по поиску работы, начинаете искать себе работу. Отвлекаетесь на вакансии, после чего вам пишет HR. Дружище, ты нам подходишь, переходи в телегу, пойдем пообщаемся. Здесь ты можешь подумать, что что-то не так, но нет. На самом деле это базовый момент. Все сейчас переходят в Telegram для того, чтобы там вести диалог. Просто это гораздо удобнее. Здесь нет никакого подвоха, так что можно смело туда идти. Окей, здесь мы перешли. Дальше начинает идти в ход социальная инженерия. Тут мошенник начинает всякими способами пытаться завязать с вами диалог, вывести вас на такое доверие, да, и так далее и тому подобное. Зачем нужно? Правильно, для того, чтобы вас убедить всякими правдами и неправдами, выйти из своего Apple ID, для того, чтобы войти в их Apple ID. Ну, там предлоги разные, да, мол, это временно, и не установится какой-то софт, не подключится в какое-то приложение и так далее и тому подобное. Короче, вариаций много. Как я и сказал, все правды и неправды. Ну и для чего нам это нужно? Правильно, как только мошенник получает доступ к вашему телефону с его Apple ID, да, когда вы сами любезно его ввели, на этом ваш телефон превращается в кирпич. Потому что что может с ним сделать мошенник? Шантажировать, да, требовать деньги за разблокировку, потому что он вас спокойненько может заблокировать через локатор, и вы не сможете ничего с этим сделать. Он стал кирпичом. Ну, а также есть еще такая штука, как резервная копия, откуда можно вытащить всякие сообщения и информацию в виде фоточек и прочее, прочее, прочее. Но это уже не особо интересно мошенникам. Чаще всего это требует бабки за разблокировку вашего кирпича. Соответственно, что вы можете сделать? Ну, во-первых, ни в коем случае не передавать и не выходить из своего Apple ID по просьбе незнакомцев, неважно где это, на улице, на собеседовании и так далее и тому подобное. Никогда не входить в чужой Apple ID на своем устройстве. Включить двухфакторную аутентификацию, которая, слава богу, существует. И также вы, конечно же, можете сообщать о подозрительных вакансиях в поддержку ХХРУ. Ну, Apple я тут так просто приплюнул. На самом деле Apple будет все равно на вас. И ХХРУ тоже. Вот. Проверено уже на самом деле, так что они ничего делать не будут. Но можете попытаться для удовлетворения совести. В принципе, как-то так. Вот простой развод, который сейчас у нас существует и набирает обороты. Вы скажете, как можно на это повестись, но здесь, к сожалению, ведутся люди. Вот. Потому что теряются в доверии мошеннички с помощью социальной инженерии. Так что берегите себя, своих близких, будьте настороже, и все у вас будет хорошо. Видео вам понравилось, разумеется, поэтому ставим лайк, подписываемся на канал и обещаю, что в скором времени будет выходить гораздо больше контента. Всем спасибо за внимание, всем пока.